пациента. Июнь 2023 года. Обнаружен абсцесс С6 правого легкого, затянулся самостоятельно. С этого момента наблюдаюсь в динамике. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1987 года рождения, дата исследования 19 августа 2025 года. Область исследования – органы грудной клетки, медицинская документация не представлена. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна. В периферических отделах сформированы многочисленные паракостальные фиброзные тяжи. На этом фоне в С6 справа визуализируется полость деструкции легочной ткани размером 8 на 7 на 7 мм, с неравномерной толщиной стенок до 3 мм, прилежащая легочная ткань уплотнена по типу матового стекла. С обеих сторон преимущественно паракостально. В нижних отделах легких визуализируются многочисленные перебронхиальные очаги диаметром до 2-3 мм, вход и проходимость трахеи главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Бронхи в центральных отделах несколько расширены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина полости деструкции, каверна. Нижней доли правого легкого, на фоне очагового поражения легких, неравномерной пневматизации легочной ткани, уплотнения стенок бронхов. КТ-архив не представлен, динамику не оценить. Рекомендована консультация фтизиатра. 20 августа 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Для хорошего описания КТ грудной клетки важна динамика. Что было, что стало. Для этого нужен КТ-архив, медицинская документация, листы документов с печатями врачей, ИЛПУ, когда этого нет, все гораздо сложнее и менее информативно. По той информации, что есть в представленном КТ, я бы рекомендовал обратиться к фтизиатру для исключения туберкулеза, ибо есть полость деструкции в легких и очаги в них же.